Опа, здорово были. Я знаю, как люди появились во Вселенной. Как появились люди во вселенной, расповедуй меня, покажи, расскажи. Из молекулярного робота. Кого? Молекулярного кого? Робота? Да. Ладно, давай определимся с термином, что такое робот. Робот — это объект, который построен из неживого вещества, но он двигается, как живое существо. Кем построен? Эволюцией из автокатализатора. Робот построен эволюцией? Робот. Да. Давай тогда определимся с термином эволюция. Что такое эволюция? Эволюционное давление Какое разрушается... причем тут эволюционное давление? Робот по твоим терминам построен эволюция. Что такое эволюция? Окей. Эволюция — это когда есть давление мира. И объекты, которые плохо приспособлены к этому миру, они разрушаются. А которые хорошо приспособлены к миру, они сохраняются. Давай определимся с термином давление мира. Да, давай. Ну, ты же согласен, что есть объекты, внутри которых есть знание. Знание — это информация с... Объекты могут быть людьми, объекты? Да. Так. Люди — это программы внутри компьютера под названием мозг. Так. Ты просто не закончил предложение, я слушаю. Люди — это программы внутри компьютера под названием мозг, а живем мы внутри робота. Роботическое тело у нас. Роботическое? Так, а по твоим словам, роботическое... Это, грубо говоря, то, что не раздавлено эволюцией. Нет, я имею в виду, что атомы, да, их можно собирать... Ну, там нет никакого волшебного супа в голове. Мы... Ладно, стой, погоди, ладно, сбился с темы. Что ты вначале, твои какие слова были? То, что нас создали роботы или что? Я не помню. Под давлением эволюции. Наша Вселенная сконфигурирована таким образом, чтобы живые существа появлялись в ней. У меня есть другая теория. Ну да. То, что человек — это просто ошибка. Почему ошибка? Потому что мы ничем не отличаемся от других живых существ на Земле. Мы отличаемся, потому что если смотреть на небо очень долго, то можно увидеть планеты, от которых отскакивают астероиды. Представил? Планеты, от которых отскакивают астероиды? Да. Да. Термин астероид что означает? Что такое термин астероид? Это атомы, соединенные вместе. Очень много атомов, соединенных вместе. Разве термин атомы, соединенные вместе, не подходит вообще к любому веществу на Земле? Да. Ну, почти ко всему. Потому что так астероид как отскакивать от планеты? Ну, он не может отскочить. Может. Метеорит может упасть, например, на планету. У какой-либо планеты есть свое какое-то магнитное поле, атмосфера, и он уже отскочить астероид никак не может. Как астероид может отскочить от планеты? Ага, а вот если на этой планете живут живые существа, то они могут создать технологию, чтобы астероиды отскакивали. Хорошо, от каких планет отскакивают астероиды? От нашей будут отскакивать. Нет. Да. Наша планета никак не защищена от каких-либо природных космических объектов, от землетрясений, астероидов, там, не знаю, наводнений. Защищена. Мы никак не защищены. Нет. Ты не смотрел
фильм с Брюсом Виллисом про то, как... Как типа он как спас Землю? Да. От астероида. Так никак ничто не продвинулось. С этого фильма Как это? У нас мы запустить атомное защищены от оружие. природы. Защищен потенциально, мы ж можем защититься от нее. Потенциально, да, но это должно быть несущественное тогда к нам лететь. На нашу планету какой-то астероид, Нет. какой-то несущественный. Мы никак не защищены от самой природы. Смотри, прикол в том, что нет проблем, на которых нет решения. С помощью новой науки, с помощью прогресса мы можем победить любую проблему. Какого прогресса? Ты Научно. знаешь, насколько изучен океан всего мира на Земле, на которой мы живем? Насколько, если мы такие дохуя умные, у нас ебанутый прогресс, океан мировой на планете, на которой мы живем, он изучен на малую долю всего океана. Ну, даже океан не изучен на планете, на которой мы живем полностью. Но ведь в будущем мы будем гулять по дну любого океана. Какая разница, будущее, не будущее, мы говорим за сейчас. То, что мы защищены от чего-либо. От Мы астероида, там да. какие-то астероиды отлагиваем. Да не защищены мы от астероидов. Океан, элементарно вода не изучена. От каких астероидов мы защищены, если подумать головой? Ну окей, давай астероиды сначала разберем. Мы же можем запустить атомное оружие, атомную бомбу и оттолкнуть астероид, сменить его курс. Уже. И в принципе такое возможно, но хватит ли мощи какого-то такого оружия для какого-либо астероида? Захотим, для каких-либо хватит. размеров? Да, создадим. сколько Захотим, угодно. хватит? Да. А почему тогда насчет океана, так нельзя сказать? А что это мы могли бы создать оборудование, которое опускается на какое-то, ну, вообще безграничное количество километров под воду? И мы ж можем создать. А что не создали? В будущем людям не нужно будет ракеты. Понятное дело, в Подожди. будущем. Раньше люди были обезьянами. Мгм. Или что ты скажешь, то, что мы были посланы Богом, Адамом и Евой, не знаю. Нет. Ну и вот, какая разница, будущее либо нет? Ты все равно это не застанешь. Это будущее. В течение 50... Ты проживешь максимум еще Я лет буду жить 75. вечно. Я Максимум. буду жить вечно. Это то, что твои какие-то молекулы атома останутся где-то, они будут передаваться куда-то. Людей будут можно летать по воскрешать. космосу даже. Людей можно воскрешать. Так, ну, слушаю. Ты слышал про теорию точки омега? Нет, что знакомое, но конкретно не слышал. Напомни, ну-ка мне, расскажи, поведуй меня. Окей, точка омега — это последняя буква алфавита греческого вроде бы. И ученый Фрэнк Типлер говорит, что наша Год Вселенная... какой? Фрэнк Типлер, он сейчас жив. Так. Он говорит, что наша Вселенная началась с сингулярности. Согласен? Сингулярность. Окей. Эта сингулярность называется сингулярность нулевой количества информации. Понимаешь? 0 информации было. Вот уж сказал то, что ты будешь жить вечно. Ну, Правильно? воскрешать можно. Да, я верю. Для тебя жизнь это что? Работа программы. Программа запущена. Для меня жизнь немного другое. Конкретно для меня жизнь это быть в своем уме, в своих мыслях. Мои мысли, Окей, да. но если брать по твоим терминам, если меня воскресят, то моих мыслей уже не будет. Будут. Нет? Будут. Моих... Ладно, дальше слушаю, хорошо? Окей. Нулевое количество информации началась.
Вселенная. И закончится она тоже сингулярностью. Сингулярностью под названием бесконечное количество информации. Понял? Я не верю в то, что есть чего-либо бесконечность. И наша Вселенная бесконечна. Не верю. Ты можешь, ладно, представить что-то наземное и бесконечное? Вселенная. Нет, Вселенная не бесконечна. Это единственное Бесконечно? бесконечное и физическое. Но есть... Вселенная бесконечна. Вселенная — это единственное, что Так является... это ничего не доказано. Окей. А почему ты можешь считать числа 1, 2, 3, 4, 5 бесконечно? Это просто слова, это просто буквы. Но ты Буквы, согласен, придуманные ты- кем-то. ты согласен, что числа можно считать бесконечно, потенциально? Что, потенциально, да, получается. Мозг человека может придумать хоть что. Да. Количество чисел бесконечно. Окей. Ты можешь какое-то придумать число, очень большое. Это не выходит за наш разум человеческий. О чем здесь говорит, то, что Вселенная бесконечна, если это придумано мозгом? Где? Как я вначале и сказал, то, что человек это просто... Это ошибка природы. Потому что если бы не было человека, то, во-первых, во Вселенной никогда бы не появились компьютеры. Во-вторых, во Вселенной планеты никогда, и астероиды. А Вселенную разве волнует, появились бы компьютеры? Я уверен, то, что помимо нас в данный момент есть еще цивилизации, которые либо умнее нас, либо нет. Я уже, ладно, не говорю про океан. Наша Солнечная система изучена меньше, чем на 1%. Что уже говорить о всем космосе? Считать нельзя бесконечно, ты говоришь, да? Ну, окей. Люди могут жить вечно, потенциально. Русские пытали моего друга. Все. А как я должен это... Причем здесь русские пытали моего друга и термин «люди могут жить вечно». Еще у меня есть YouTube канал. А у меня я слушаю SoundCloud и занимаюсь музыкой. Классно, да? Желаю всем людям жить вечно и иметь бесконечное количество детей. Ни в коем случае. Я такого ни в коем случае не желаю. Иметь возможность. Иметь возможность. Извини. На мою речь, грубо говоря, на мое философство ты ничто не ответил. Ты говоришь, что нельзя считать бесконечно. Ну окей. Нельзя, да. Ну окей. Потому что это было придумано человеком вот здесь. Числа, буквы, алфавит, любой, я не знаю, любой алфавит был придуман здесь и не более. А сколько Я сейчас атомов повторю, во не просто Вселенной? Сколько атомов во Вселенной? Да. Я откуда знаю. Я их считал. А ты знаешь, сколько атомов во Вселенной? Есть разные числа, но я склоняюсь к бесконечности. Есть разные числа, а элементарные числа кем были придуманы? Таким же, как ты? Или таким же, как мной? Но они посчитали, сколько в горизонте событий. Так это было придумано кем? Человеком, правильно? Да, мы никогда не можем быть уверены ни в чем, но А почему человек мы можем не разделять... сравнивает... Подожди, мы можем разделять наши теории, понимать, это легко изменяемые теории или сложно изменяемые теории. Понимаешь, это философская конкретная тема. И у каждого человека своя философия.
И это нельзя доказать научными исследованиями. Ты хочешь, чтобы твоя мама имела возможность жить вечно? Я просто не могу такого у себя в голове представить. Потому что я не верю. Если у тебя в руках появится лекарство, которое делает теломеры большими. Теломеры, они укорачиваются. Теломеры, они укорачиваются. Из-за этого человек стареет. И чтобы они могли заменяться на новые, неукороченные. Правильно? Дальше. Ты бы этот рецепт этого лекарства всем людям раздал? Если бы он был только у меня, и я бы в теории мог бы его раздать всем людям. Или уничтожить знания о том, как сделать это лекарство. А как у меня появилось это лекарство? Кто-то изобрел с помощью гипотезации и критики. Такой же человек, как я или ты, правильно? Да, каждый человек способен на все вычисления. То есть какой-то человек дал мне это лекарство, и я могу его раздать всему населению планеты, да? Или уничтожить, да. Или для себя. Это сложный вопрос, потому что планета Земля будет, поглощена Солнцем. Правильно? Будет. Будет. А может и не будет. Почему? Потому что количество источников энергии во Вселенной бесконечно. Ограничено только нашими знаниями. На примере звезды все расширяются и взрываются. Во Вселенной будет 3 фазы развития. Как я понимаю, ты меня спросил насчет вечной жизни. У тебя есть какой-то ответ на мой ответ, либо я раздал бы, либо не раздал бы, правильно я тебя понимаю? Или ты просто ради интереса спросил? Я знаю, что бы я сделал. Я показываю русских всем людям, их безразличие к человеческим страданиям, желание убивать. Показываю. Я скажу сразу то, что у меня причем здесь русские. Меня не интересует ты, меня не интересует твоя семья. Хоть она умрет в муках, хоть тебе и твоей семье отрежет голову. Ну вот, видишь. Почему? А почему меня должно это волновать? Что произойдет с твоей семьей, либо с тобой, либо с твоими детьми? Почему меня это должно волновать? Меня волнует только моя семья и я. А для меня все люди являются моими детьми. А я ребенок всех людей. Ни в коем случае. Для меня слово «моё дитя» означает то, что я за это дитё ручаюсь, за то, что это дитё было, грубо говоря, произведено мной, моё дитя, и что я за него ручаюсь. Умоляю. То есть ты ручаешься за любого человека на этой планете? Да. Объясни подробнее. В будущем люди соединятся в одного человека. Слушай, а ты, как понимаю, с такими рассуждениями ты сейчас не веришь там ни в Иисуса, ни в Аллаха, правильно? Они были людьми, которые обманывали. Нет, я имею в виду про высшую силу, про религию. Ты веришь в религию любую? Меня спрашивают... Что существует какой-то Бог, Создатель. Ладно, извини. Если Бог существует, то он злой, потому что в нашей Вселенной существуют роботы, точнее, наша Вселенная сконфигурирована таким образом, чтобы в ней появлялись роботы под названием пауки и личинки, которые залазят в глазики маленьким деткам и поедают эти глазики изнутри. Да. Слушай, подожди, ты сказал, я публикую русских. Да. Для тебя конкретно эта нация, почему она так для тебя выделяется? Русские именно. Нацисты. Да. Ладно, а кто для тебя русский? Русский тот, кто родился на территории России, или тот, кто по крови русский? Я не разделяю людей по русский? генам. Или русский тот, кто поддерживает СВО, войну или какие-то вражеские отношения с Украиной, с твоей страной. Русский — это тот, кто считает себя русским. А разве чернокожий может считать себя русским? Может. Ни в коем случае.
Может. Как себя черный может считать русским? В будущем мужчины смогут превращаться в женщин, менять свои хромосомы. Человек — это программа. В будущем это сколько? 500, через 500 лет, 10 тысяч, миллион, триллион, сексиллион, Может. квадриллион. Сколько в будущем это? Ну, лекарства... Это после уничтожения планеты Земля? Или это когда нет, будет? нет. Ну, окей, я считаю, что создадим лекарство от смерти в течение 50 лет. Ну, менять свои хромосомы, это значит, полностью можно переносить свое сознание в другой компьютер. Но, наверное, Лекарство... Ладно, 200 лет. Говори. 200 лет, наверное. 200 лет. Когда можем менять пол? Перемещать свою программу в искусственно созданное тело. В искусственно созданный компьютер, да. Ты сказал то, что через 50 лет мы можем предотвратить смерть человеку, правильно? Остановить, чинить теломеры, да. Теломеры чинить через 50 лет? Да. Да. А через 200 лет мы сможем перемещать свое сознание в квантовый компьютер. А почему именно конкретно через 50 лет мы сможем чинить теломеры? Именно конкретно через 50 лет? Ну, Почему не через 100, 20, 10? в течение 50 лет. Возможно, На что завтра. ты опираешься? На что ты опираешься? На какие данные ты опираешься? Ну, Почему именно, ты сказал цифры на 50 лет? Почему не 100? у нас уже есть искусственный интеллект, который генерирует все возможные протеины. Возможно, завтра мы найдем протеин, который отключает механизм укорачивания теломер. И по-твоему, человек это не ошибка природы, раз он может остановить, грубо говоря, природу? Термическую смерть Вселенной можем остановить, да. Так это не ошибка? Ну, не ошибка, грубо говоря, Вселенной, природы? То, что Как мы мы можем можем это остановить? Как мы можем быть ошибкой, если мы способны эту природу сделать живой, всю Вселенную превратить в живой организм? Опять же, а может быть, это уже кто-то сделал и до нас, и до много миллионов лет назад? Ну, сейчас наилучшая теория это то, что... Подожди, а ты веришь в то, что есть другие цивилизации, кроме человечества, на других планетах, которые находятся очень далеко от миллиардов световых лет? От нас, например. Возможно, мы были первыми. Мы сейчас являемся первыми в наблюдаемой Вселенной. Однажды, да, и мы встретим другие цивилизации, однозначно. Хорошо, а почему именно человек стал настолько разумным? Из-за универсальности вычислений Тьюринга. Чего? И универсальности вычисления чего? Тьюринга. Тьюринга. Что такое Тьюринга? Тьюринг, Алан Тьюринг, он создал первый компьютер. А мы его убили. Люди его убили. Он любил обмазывать свой член говном других мужиков. Он был геем. И мы его за это убили. Правильно сделали. Так человек... Ну, окей, ты же мог родиться в теле... в теле гея, в теле женщины. Ты в будущем сможешь стать женщиной. Подожди, а по-твоему геями рождаются или становятся? Рождаются. Ошибка. Изначально рождались. Но уже можно становиться. Из-за эстетических теорий. Первое знание Анишигена, было создано эволюцией, но человек теперь тоже может создавать знания. Рождаются, конечно. Рождаются геями. Да. А гей — это ошибка природы?
либо это ее естественное состояние природы? Естественное состояние, потому что есть дельфины геи. Ты опираешься, ты сравниваешь дельфинов и людей. Почему я не стал геем? Потому что я родился натуралом, правильно? Потому что у тебя Потому что я очень люблю мало... женщин. Нет, потому что у тебя очень мало братьев. Старших братьев. У тебя очень мало старших братьев. Погоди, а как Объяснить? мне старшие братья на мою ориентацию? Потому что, согласно статистике, А ты чем гей? больше... Нет, я пробовал грибы, я мужчина, программа мужчины в теле мужчины. Но и в будущем я А при чём стану тут женщиной. Грибы? Да. А при чем тут грибы? Я разговаривал с собой. Ну, это способ гипотезы создавать интересные. Как можно разговаривать с собой, если ты по всей жизни разговариваешь с собой и этого не замечая? Либо заболевания психические, две личности в себе, ты разговариваешь с собой. У меня есть только я один, это я. Я не могу поговорить с собой. Как можно поговорить с собой? Дэвид Дойч, отец квантовых компьютеров, говорит, что галлюциногены делятся на два типа. Одни галлюциногены, человек — это генератор виртуальной реальности, да? Мы живем постоянно в виртуальной реальности. Мы никогда ничего не можем потрогать напрямую. И галлюциногены, они делятся на два типа. Первый тип изменяет саму программу, а второй тип изменяет то, что приходит на вход этой программы. Я, наверное, принимал то, что приходит на вход этой программы. Мне кажется, не существует пока что то, что меняет саму программу, переписывает. А может быть, этот человек просто оправдывал свое рвение к употреблению каких-то наркотических Дэвид Дойч не веществ, принимал то есть грибов? Дэвид Дойч не принимал никогда наркотики, галлюциногены. Галлюциногены он никогда не принимал. Но он вроде бы говорил. А как он тогда об этой теме может говорить? Что они изменяют? Потому или что применяют на Дэвид вход, на выход? Потому что Дэвид Дойч знает, что человек — это программа внутри компьютера. Ты говоришь, как будто он знал, как будто это доказано. В нашей вселенной нельзя ничего доказать, можно только опровергнуть. Опровергнуть только можно в нашей вселенной? Да. Мне кажется, опровергнуть даже много чего сейчас мы не можем. Сейчас мы последние 15 минут общаемся не научные темы, а философия. У каждого человека своя философия. Мы не придем к чему-то конкретному, у каждого будет свое мнение, потому что это философия. Однажды люди соединятся в одного человека. Опять же, я так не считаю, потому что это философия. Потому что мы общаемся на философскую тему. И Нет. ты говорил то, что ты публикуешь русских, правильно? У тебя есть какие-то соцсети? ВК, так это же российская соцсеть. Ну, а как с вами бороться? А почему с нами надо бороться? Потому что вы враги открытого общества. Хорошо, чем отличаюсь я от тебя? Тем, что ты не против того, чтобы больше территорий стали статическими обществами Карла Поппера. Почему я должен быть против? Потому что только открытые общества Карла Поппера способны на бесконечный прогресс. Почему мне украинцев, поляков, французов, итальянцев, американцев, почему мне не должно быть не наплевать? Не наплевать даже на тех же самых русских. То есть, если бы я был за украинцев и, я не знаю, выходил на митинги, был против вообще России, то я бы вдруг стал бы хорошим человеком в твоих глазах. Да. Почему я должен быть против? Это в твоих интересах. Если... Меня накажет Бог? Нет. Иисус Христос? Нет. Меня он накажет? Нет. Все. Я Иисуса Христа в рот ебал. Типа, а что? Ну, то есть... Ты любишь электричество? Тебе нравится пользоваться электричеством? Конечно.
Значит, тебе нравится то, что сделали представители открытого общества. Так. Значит, тебе нравится прогресс. Научный прогресс. Так, Тебе нравится? если в моей стране происходит какое-то ущемление общества, это не значит, что я становлюсь общественно закрытым. Закрытым? Именно общественно отдаленным. То есть ты намекаешь на то, что я русский, и я нахожусь только в России, в российском обществе, в российской политике. Ты враг цивилизации и прогресса. И вечной жизни. Грубо говоря, как и ты. Грубо Нет. говоря, как и ты. Я не враг прогресса и цивилизации. Ты носишь там, не знаю, китайскую одежду, китайскую обувь, итальянскую обувь, итальянские ремни. Ты ешь пиццу, которая была создана в Италии. А при чем тут Италия? В смысле? Ну окей, я согласен, что поддерживать Китай, они тоже являются врагами цивилизации. Но при чем тут Италия, если она помогает Украине? И- Вначале ты сказал то, что ты ошибка или не ошибка прогресса цивилизации. Я не ошибка. Не ошибка, повтори. Враг цивилизации. Россия — это враг цивилизации. Да. А как может быть Россия враг цивилизации, если в нынешнее время войны, захваты территории — это норма? Если Это это не и норма. было, если были созданы государства, флаги, гермны, гимны и захват любой другой страны, это норма. Это решение каких-либо проблем в нынешнее время, в время нашей цивилизации. Нет. Это не норма, потому что если какая-то нация хочет отделиться, сделать себе государство для себя, то им нужно вместо кровопролития создать устройство, программу для голосований через блокчейн. Хорошо, а если это правительство хочет, чтобы эта нация оставалась, например, одна, почему она не может создать не программу, которую ты говоришь, а программу, чтобы она всех уничтожила, и осталась только это не цивилизация, а это национальность, русская нация, да. Почему она должна создавать что-то, если она хочет, чтобы осталась конкретно эта нация? Почему она не может создать программу, которая всех уничтожит? И осталась только что русская нация. Так Зачем а это зачем? надо? Потому что это цивилизация разумная, умная. Гены не имеют значения, потому что в будущем люди... Ты понимаешь, что если бы ты родился в России, и ты был русским по документам, в общем, ты бы поддерживал Россию? Нет. Если бы ты родился в Италии, ты Нет. поддерживал бы Италию? Если бы Нет. ты родился... Как это нет? Я гражданин Вселенной. Все люди являются, все универсальные объяснители, это человек, являются моими детьми, а я Ты ребенок Сергей? Хома. Хома Сергей. Хома Сергей, правильно? По-украински Хома, Хома. Ударение на «а», правильно? да. Хома Сергей. Слушай. Хома Сергей, ты... Я пойду. Ты не против? Живи вечно и имей бесконечное количество детей, и ты нацист. Ни в коем случае. Ты Ни в коем сказал- случае я не нацист. Ты Хома сказал Сергей. только что умно является умным уничтожать всех, кроме своей нации. Ты нацист. Кроме тех людей, у которых похожая ДНК. А ты знаешь, к какой я нации принадлежу? Так это без разницы. Ты Просто сказал... я не знаю, к какой я нации сам принадлежу.
Я не знаю, какой нации я Ты принадлежу. просто сказал, что нужно уничтожать всех людей, у которых ДНК не похожая на твое. Это и есть нацизм. Нет. Я же еще до этого говорил, то, что, например, негр чернокожий не может сказать, что он русский. Он в теории он не может. Хоть он и родился в России чернокожий, например, то же самое не может сказать, что он украинец. Потому что он чернокожий. Он не русский, не украинец, не поляк. Ну, в Украине он даже намного легче. Он даже сейчас может сказать. В будущем негры смогут полностью изменить свое тело. Да ну нафиг, Сергей, да ты что? Сергей, а почему ты где-то на улице сидишь или где ты? Русские уничтожили мой дом. Русские уничтожили твой дом, да? Да. И пытали моего друга. А друг выжил, либо умер? Он сейчас в Испании уже. А почему он выжил? Его пытали из-за флага Украины в мобильном телефоне, искали нацистские наколки на всех жителях Мариуполя и избивали его за флаг Украины в мобильном телефоне. А потом его папа слезно умолял русских военных выпустить его из ямы. Слушайте, хорошо, вот мне на друга твоего по боку. Его пытали, ему голову отрезать, либо что. Хорошо, давайте, допустим, я тебе скажу. Ты узнал информацию о том, то, что друга какого-то там Джесси, он из Италии, и его друг тоже из Италии, и его пытали там, грубо говоря, там американцы. За то, что у него в телефоне потолок розового цвета. Его за это пытали. В смысле, твоя реакция какая? Ты заплачешь, ты расстроишься на всю неделю. Ах, его пытали, ему так больно было. Тебе прям так, ну, тебе грустно очень станет, правильно? Да. За какого-то человека из какой-то страны, где его где-то пытали, за что-то тебе станет грустно очень. Да. У тебя испортится настроение. Нет, знаешь, это как у Элиезера Ютковского, один писатель, у него умер младший брат. И люди приходили к нему, ходили на похороны и говорили некоторые: ой, как мне жаль. А был один мужик, который подошел и сказал: нам нужно работать быстрее. И все. И Элиезер Ютковский сказал: вот лучше мне вот это вот говорить. Ты понял, над чем работать? Над чем работать? Он сказал, нам лучше над этим работать, правильно? Нет, нам нужно работать быстрее. Над чем работать? Может быть, я ответил, если бы знал, кто этот человек, именно про кого ты сказал. Это был какой-то писатель или... Один из ученых. Один из ученых. Возможно, я бы ответил, если бы знал. Окей, я дам подсказку: биолог. Он не биолог, но я дам подсказку: он биолог. Он не биолог, ну да, я подсказку, он биолог. В смысле? Ну окей, я дам тебе вторую подсказку. У Элиезера Ютковского есть книга под названием «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Эту книгу даже Элон Маск сказал: о, мы скормили ее искусственному интеллекту, и нам, потому что нам эта книга твоя так сильно нравится. Он написал это в своем твиттере. О чем эта книга? Гарри Поттер – это фанфик. Гарри Поттер рождается не в семье плохих людей, а он рождается в семье ученых. И потом Гарри Поттер узнает, что магия существует. И что он делает первым? Он
использует научный метод для того, чтобы подарить людям вечную жизнь и избавить их от страданий. Над чем нужно работать? Мне, тебе, всем. Над чем? Над чем? Над собственной жизнью? Чтобы быть бессмертным? Не над собственным. Над чьей-то жизнью? Делать лекарство от смерти, от старения. Каким-то людям? Всем, то есть людям. Делать конкретно мне, либо тебе, либо другому человеку, конкретно всем людям лекарство от смерти. Это самое лучшее, да, что можно сделать в этой жизни. Так, самое лучшее для каждого свое. Самое лучшее это будет выкопать себе яму для того, чтобы его похоронили. Тебе Самое... электричество нравится, тебе цивилизация нравится, тебе бы хотелось жить вечно. Ты можешь стать доктором. Мне бы хотелось бы жить вечно, но этого невозможно. Можно. Понимаешь, мне бы хотелось бы, чтобы после смерти я бы оказался со всеми своими близкими, мы жили бесконечное количество времени. Мне бы этого хотелось, но этого не будет. Будет. Но этого не будет никогда. Возможно, будет. Этого не будет. Воскрешать людей можно. И, то есть, возможно, в теории, после моей смерти я буду с моими любимыми людьми, которые покинули этот мир, вместе бесконечное количество времени, правильно? Да, Фрэнк Типлер верит в это, да. Так, может быть, он верит в это, потому что ему так проще? Нет. Верить в это, чем... У него есть объяснение, как это будет происходить. Ты его знаешь, это объяснение? Да. Расскажи. Окей. Нам будет доступно бесконечное количество энергии, мы будем генерировать все возможные комбинации материи, и среди этих комбинаций материи будут умершие люди. Сука, ты не представляешь, как мне сейчас хочется перерезать себе глотку и понять то, что вот этой всей хуйни нихуя нет. Правда от неправды отличается тем, что правда является сложно изменяемым объяснением. Сложная изменяемость. Понимаешь? То есть ты в это веришь? У меня нет причины сомневаться, что наша Вселенная бесконечна, и у нас будет бесконечное количество... Скажи, хорошо, конкретно, по твоему мнению, конкретно твое мнение, после смерти что? Ничего. Программа перестает работать. Так ты говоришь, ты же говорил иное. Но потом люди, цивилизации, они будут делать все комбинации материи, и там будут варианты умерших людей, бесконечное количество вариантов умерших людей. Мне кажется, тебе просто нечем заняться. И ты загружаешь себе мозг. Даже Дэвид Дойч писал, что людей можно воскрешать по памяти друзей. Воскрешать у себя в голове? Нет. Не более? Нет. Строить опять тело и компьютер по памяти у друзей, которые знают, как ты ведешь себя. Слушай, а почему ты плохо относишься к русским, да? Которые считают себя русскими? Я хорошо отношусь, могу тебе видео прислать
одного русского. Телеканал русский, он брал интервью у одного мужика, и он стоит с плакатом, и на этом плакате нарисовано количество смертей в Донецкой области до 2022 года. И количество смертей уменьшается. Ладно, а у тебя конкретно ко мне какое отношение? Ну, ты Отрицательное, нацист. положительное? Ты нацист, Нацист. заблудший человек, да. Заблудший, видимо, не... Забыл слово, представляешь? Необразованный, нацист, глупый, возможно. Необразованный какой-нибудь, правильно? Да. Но если бы у тебя было лекарство от бессмертия, ты бы меня спас, конечно, да? Да. Как это работает? Как это работает? Слушай, ой, Хама, да? Хама. Слушай, Сергей, Хама это фамилия? Да. А чё ж, а ты, вот лично ты не хочешь воевать, убивать людей? Стрелять в них, в русских? Ты знаешь кого-то еще, кто знает об этом всем? Не понял. Кто-то еще может убивать людей своим языком? А, ты убиваешь людей языком. Да, я считаю, что... Убил ли ты меня? Скажи ты. Думаю, нет. То есть ты поддерживаешь Россию все равно? Нет. Мне безразлично, где я живу, что происходит в моей стране. Меня только касаются мои близкие люди, которых я очень люблю. Меня не волнует, и что эта страна делает с другими людьми. Меня это не волнует. Меня волнуют только мои любимые близкие люди. Меня. Вот это вот я и показываю всем американцам, англичанам, всем показываю. Ага, а меня должен волновать ты, твоя жизнь. Да. Почему? Вот почему меня должна волновать твоя жизнь? Почему меня должна волновать жизнь какого-то украинца в рулетки, который оказался каким-то киллером, убийцей буквально, нехорошим человеком? Я киллер. Элементарно даже так. Нет, причем здесь ты? Возможно, я не знаю. Меня Возможно, тоже такое киллеры есть, волнуют. Я бы их не убивал. Я против смертной казни. Потому что во Вселенной бесконечное количество еды. Изолируй их, и пусть они читают книги. Ну, делают, что хотят. Давай им бесплатно. Слушай, а как еду. думаешь, если мы погибнем, мы когда-либо встретимся? Да. Мы встретимся, и мы этот разговор будем помнить. Ну, да. Да. И ты думаешь, ты окажешься прав? Да. А как нет? А тебе сколько лет? 31. 31. Вот тоже такой интересный вопрос. А вот для себя, чего ты добился в 31 год? Вот чисто для себя, не для кого, вот для себя. Узнал, как люди появились во Вселенной. Ты это просто где-то прочитал в интернете? В книге, да. Некоторые вещи я сам придумывал, да. А почему ты конкретно этому поверил? Этому человеку, который издал эту книгу, почему ты именно ему поверил? Потому что у меня нет критики. Я не поверил. Я принял... То есть, если я могу тебе сказать, то, что ты любишь мужчин, то ты поверишь и ты будешь любить мужчин, раз у тебя нет критики. Я и так Или нет? мужчин. Ну, смотри, Именно в сексуальном плане. я предпочитаю в сексуальном плане женщин, но я дрочил.
Если человеку плохо, я могу ему подрочить. То есть, в теории, ты бы, если бы я к тебе пришел сейчас к тебе и говорю, ну мне плохо, у меня там мама меня идиотом называла, подрочи мне, ты бы не подрочил. Но если я буду верить, что тебе реально плохо, и тебе это нужно, ну, любовь нужна, то да. А как мастурбация? Мастурбация, то есть, от этого спасает, от какого-то негативного состояния? Ну, у людей разные представления о удовольствии от размножения. Некоторым это... Ладно, ты дрочил кому-нибудь? А? Ты дрочил кому-нибудь? Да. Мужчине? Да. Рукой своей дрочил хуй? Да. Зачем? Потому что мне нравится этот человек. Я желаю ему вечной жизни и бесконечного количества детей. Надеюсь, ты это опубликуешь. Опубликую. Ну, сейчас я тебе назову, надеюсь, я сейчас тебя назову полным идиотом и дебилом. И понял? И надеюсь, ты опубликуешь полный разговор наш и конкретно вот эту вот 13-секундную часть. Где Да. ты сказал то, что я дрочу мужчинам, я дрочил мужчине, потому что я желал ему бесконечной жизни, там, и ему детей там бесконечных, ты понял, да? Да. Конкретно. Да. Я надеюсь, ты это опубликуешь, вот эту часть минутную буквально нашего разговора, вот эту. Я... И наш полный разговор, Да. и вот эту часть. Я надеюсь, она Всё. записывает. Возможно, не записывает, да? Да не, оно записывает, оно записывает. Все, надеюсь, ты это тоже опубликуешь. Угу. Я буду только рад, честно. Вот наш разговор полный, если ты... То есть, ну... Я не Я переживаю. с удовольствием посмотрю, покажу своим близким людям, и вместе посмеемся очень сильно. Да. Надеюсь, ты не обманываешь меня. Я хочу стать президентом. Какой страны? Или вселенной? Любой. Любой страны, да? Ну, вообще, да. Хотя это не зависит, президент или нет, какой страны. Я хочу сделать так, чтобы мы выбирали президента каждую планк-секунду. А ты не думаешь, почему ты стал приверженец такого мнения? Потому что, может быть, потому что в России Путин столько много правит, и ты решил, почему в России Путин правит уже там 25 лет, а в других странах, не так? Что такое? Ну, это потому, что я читал Карла Поппера, и там была такая фраза, что не имеет значения, кто правит, а главное, улучшились ли механизмы нахождения и исправления ошибок. Так вот, я считаю... В стране. Ну, в обществе, да. Мгм. Я считаю, что если мы будем выбирать президентов как можно чаще, бесконечно чаще, то это улучшит механизмы нахождения и Знаешь, исправления как ошибок. таковые выборы в стране, они ни на что не роляют. В любой стране. В России, в Украине, в любой стране. Выберется тот, который планировался выбраться до выборов этих. Это делается для мнения в стране того, что есть свободный выбор. Ты веришь в теории заговора, да? А это теория заговора? Это так не бывает. Мнение общества в стране любое влияет на президента. Да. В Украине мы То есть, то, что я сказал, есть только в России и еще в пару стран. Да. В Украине именно решает общество, да? Какой будет президент и кого там выбрало общество, такой президент становится. Неважно кто. ошибки могут быть совершены. Например, подбросы и прочее. Но я сделаю голосование через блокчейн. Я знаю, что это не 100% будет панацея, потому что ошибки будут всегда появляться. Но это просто улучшение механизмов нахождения и исправления ошибок.
Слушай, а ты с родителями не живешь? Ну, тебе кто-то там на заднем фоне орет, дети, мамы, папы, дедушки. Сейчас я в Камбодже. Я женат. Моя жена беременна через... Please. Моя жена через 3 недели родится сын. Сын. А представь, у тебя сын в 13 лет скажет, то, что пап, я русский, я считаю себя русским. Я не против. И что? Так, ты же буквально говорил то, что, типа, грубо говоря, русский это зло. Я не говорил такого. Я говорил, у вас большинство людей являются врагами цивилизации. Я враг цивилизации по нашему разговору. Да, конечно. Ты хочешь, чтобы люди жили бесконечно? Опять это философский вопрос. Нет, не хочу. То есть, если у кого-то появится, если кто-то изобретет лекарство от смерти... Так если в теории задуматься, просто человеческий мозг, там, он сойдет с ума. Если разговаривать друг с другом, то ты не сойдешь. Ладно, не суть. Я переживаю за себя и своих близких, что произойдет после того, как планета Земля не станет. Что, мы будем бесконечно дрейфовать в космосе? Да. Тогда нет. Если не будет, нет, мы все умрем. Так же, как и я, так же, как и ты, как же мои близкие. Нет. Мы будем дрейфовать в космосе и делать все вокруг нас живым. И мы будем расти, расти, расти. Вся Вселенная станет живой, максимально заселенной. Максимально заселенной. Слушай, все равно нет, если она станет максимально заселенной людьми, которыми я считаю некомпетентными. Я имею в виду дураков, идиотов, неправильных вообще людей, которые живут неправильно. Их станет также бесконечно заселять Вселенную, мне это, естественно, будет не нравиться. И так же, как тебе, если ты считаешь, например, меня некомпетентным и дураком. Нет, тогда я бы не согласился, нет. У каждого человека по 2 руки и только 1 рот. Каждый из нас создает больше, чем потребляет. Ну, ты понимаешь, 1 род может развязать мировую войну. И для этого нам нужны хорошие механизмы нахождения и исправления ошибок. Но пока такие механизмы не найдены. Демократия. В данный момент. Они у нас всегда есть что-то наилучшее, что мы знаем. Нам нужно это наилучшее не уничтожить найденное знание. Мы немного отодвинулись от темы. Мой ответ нет. Я не хочу делать там бессмертными людьми. Человечество, грубо говоря. Ну, то есть, если в моей руке будет лекарство от смерти, ты уберешь его, уничтожишь, да? Грубо говоря, да. Ну, окей. То есть, ты не хочешь, чтобы твоя мама жила вечно? Имела возможность жить вечно? Да. Потому что в моей голове жить вечно это... Боль, да? Иное, чем у тебя в голове. Возможно, я Страдания. дурак, либо ты. Возможно, ты либо дурак. Постоянные Как бы одно из страдания, да? Постоянные страдания? Если бы она жила вечно. Постоянные страдания, да? Если бы она жила вечно. Грубо говоря, да. Окей. Да. Нет проблем, на которых нет решения с помощью знаний. Нет, не... Есть проблемы, Нет. на которые есть проблемы. Окей, приведи.
Перевести пример? Да. Твой сын через 20 лет мне вилками ковырял глаза час. И я больше не могу видеть. Я сделаю тебе новый глаз. И я... Глаз или глаза? Все, что хочешь. Все что угодно. И то есть делаешь так, чтобы я видел так же, как до того, как твой сын ковырял мне вилками час глаза. Так твое тело это роботическое тело. Я сделаю тебе новое тело. Как бы не роботическое, мое тело это биологическое тело. Буквально. Оно сделано из атомов. Если оно сделано из атома, значит оно роботическое. Да. Микрофон роботический. Он не двигается. Если это двигается, то оно роботическое. Да. Да. Атомы воды роботические? Они не двигаются автономно. Сложно, автономно. Мой хомяк роботический? Да. Показать тебе робота внутри тебя? Я могу показать, как роботы ходят внутри тебя. Покажи. Ищи видео, называется «Анимация невидимой биологии». Где? В Ютубе конкретно? Да. И в ВК, я думаю, там тоже можно найти. Анимация, какой невидимая биология? Да, Дрю Берри, анимация невидимая биология. правильно. Почему я должен верить кому-то Дрю Берри? Потому что у тебя нет критики. А у кого-либо есть критика? Что там роботы Да. ходят внутри нас. Критика, что он неправильно понял. Критика, что он неправильно в микроскоп увидел. Что такое философия? Если наука это то, что можно опровергнуть с помощью эксперимента, то философия это то, что все остальное. Не то, что наука это провернуть, это еще и доказать. Доказать ничего нельзя, потому что, возможно, мы живем в виртуальной реальности. Нет, это полный бред, это уже полный бред, то, что мы живем в виртуальной реальности. Возможно. Не может быть такого, что мы живем в виртуальной реальности. Философия, и это тоже философия. То, что ты утверждаешь, то, что мы живем в виртуальной реальности, а я утверждаю то, что мы живем не в виртуальной реальности. Это тоже философия. Дэвид Дойч писал в своей книге, если мы живем в виртуальной реальности, в матрице, например, то тут два варианта. Или же она идеальна, и тогда ты из нее не выберешься, это значит. И если ты не выбираешься, то законы физики должны быть теми же самыми. Ты можешь считать, что это реальный мир. А если ты выбираешься, можешь выбраться, если она не идеальна, то опять ты будешь иметь доступ к тем же самым законам физики, и так или иначе законы физики ты имеешь один и тот же. И это значит, что реальный мир существует, это все не сон. Так или иначе, на чем-то мы запущены. Вот покажи свою руку. Ты этой рукой трогал женскую грудь? Понравилось тебе? Да, такое. А свой член ты вставлял в женскую пизду? Да. Понравилось тебе? Понажимали друг другу кнопки, да. Слушай, смотри. Сергей, я тебя считаю сумасшедшим. Ну и в какой-то мере более-менее разумным человеком. Вот, Сергей, и я думаю, я больше не хочу с тобой общаться. Я думаю, мы бы попрощались. Так что, Сергей, знаешь, что я тебе желаю? Того, что ты умрешь в страшных муках. И ты... Или нет. Или погоди, или я желаю то, что ты умрешь в каких-то там блаженствах рядом со своей семьей, либо детьми, которые тебя будут рядом оберегать и гладить тебе головку. Не знаю, Сергей, что бы мне выбрать?
Как думаешь, что мне выбрать, Сергей? Или не важно? Или мы все станем бессмертны и так или иначе встретимся и обсудим эту тему в каком-то будущем? Правильно? Ну да. Ну хорошо, Сергей, давай будет тогда по-твоему. Сергей, мы еще с тобой встретимся обязательно в будущем. Неважно, через сколько лет. Ну, неважно. И мы с тобой еще поговорим. Окей. Возможно, не в этой жизни. Возможно, не в этой жизни. Не в этой жизни. Так программа... Либо одна в и та этой, же. Сергей. Либо в этой, Сергей. Это уже как по-твоему будет. Вселенная одна, программа будет та же самая. Та же самая. Значит, грубо говоря, в этой жизни, правильно? Ну да. Так что, Сергей, мы с тобой встретимся и еще узнаем, кто из нас был прав. И поговорим на эту тему. Так как ты докажешь? Нельзя ничего доказать, можно только опровергнуть. Кто был прав? Ты никогда не будешь знать, кто был прав. Значит, мы опровергнем, либо ты опровергнешь меня, либо я опровергну тебя. Опровергнуть возможность бесконечной жизни? Да? Ее нельзя опровергнуть. Это же бесконечная Можно. жизнь. Можно. Сергей, знаешь, как мы это опровергнем? Как? Если ты умрешь завтра, и если, например, я умру через 70 лет, то мы с тобой никогда не встретимся. Нигде, никогда. И мы Так с тобой это не воскрешат. обсудим, и никогда это не опровергнем. Воскрешат же ж. Сергей, если не воскрешат, то мы это опровергнем, то, что я был прав. Если воскрешат, то я был неправ. И в любом случае мы это опровергнем. Ты можешь опровергнуть, что нет бесконечного количества энергии? Сергей, я еще раз повторяю. Ты опровергнешь меня, если ты умрешь и тебя воскрешат. Ты опровергнешь меня. И я опровергну тебя, если я умру и меня не воскрешат. Либо не меня, либо вообще всех людей меня не воскрешат. Так Ну, я грубо тебя говоря, воскрешу. себя опровергнем. Так я тебя воскрешу. То ты восстанешь из мертвых, тебя воскресят, твоих близких, и у вас будет бесконечное количество детей. Владислав. Меня зовут Владислав, и я ебал вашу маму и отца. Сам... Так я послушаю. Честно, честно, Сергей, вы обиделись за то, что вот за мое высказывание? Если мы через 3 месяца встретимся в реальной жизни, и вы не набьете мне ебало за мои слова. Я не набью тебе ебало. То есть я протяну тебе руку, ты пожмешь нее, да? Агрессия может быть законна только для самозащиты. Для самозащиты. То есть, а как это? Я вас оскорбил. Это ж я ж не сам защищался. Я вас просто сейчас откровенно оскорбил, то, что я как бы ебал вашу маму и вашу папу. Моральной самозащиты не существует. Так что, я вас оскорбил, Сергей, либо нет, я не понял. Ну, вы оскорбили, да, но если вы не хотите меня физически уничтожить, мой компьютер, или причинить ему боль программе. Ни в коем случае, Сергей, вы что? Окей. Иисуса и Аллаха в рот ебал. До свидания. Окей. Все.